Привет! Это новые бюджетные наушники-вкладыши от Feel под названием Key. Несмотря на первостепенный перевод как ключ, производитель очевидно имел в виду слово клавиша, скорее всего подразумевая какой-то музыкальный инструмент, тем самым сделав акцент на звуковой направленности своего нового продукта. Ну и забегая немного вперед, скажу сразу, что со звуком тут полный порядок. Название соответствует содержимому. Тем не менее, начну я сегодня с упаковки, ведь в случае с Feel это почти всегда что-то необычное. Итак, не изменяя своей индивидуальности по части подачи, Feel Key упаковали в цилиндрическую металлическую банку. Да-да, именно в банку. И вот нельзя не согласиться, что хоть на первый взгляд это и просто, но весьма оригинально. Но уже внутри в пластиковой подложке лежит кейс с наушниками, круглая картонная вставка с QR-кодами для скачивания приложения, ну и несмотря на бюджетную направленность устройства, про кабель для зарядки здесь также не забыли. Он хоть и короткий, но все же имеется в наличии. Помимо оригинальной упаковки, поработали на славу и над зарядным кейсом. Он выполнен в формате пудреницы с элементами Soft Touch пластика. На крышке имеется круглая вставка, текстурированная под винил, с нанесенным на нее логотипом компании. Отдельная благодарность инженерам, что на этот раз ничего вырезать не стали. Никаких лишних отверстий по корпусу нет. Механизм петли пластиковый с установленным в него пружинным доводчиком. Крышка открывается на угол в 90 градусов, и при таких раскладах проблем с извлечением наушников из кейса нет. В переднюю часть футляра встроили одиночный LED-индикатор, а с противоположной стороны под петлей установили разъем для зарядки. Беспроводного интерфейса пополнения энергии в этой модели нет. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 430 мАч, а в каждый наушник установили аккум на 31. Заряжаются наушники довольно быстро. С 0 до 100% процесс занимает порядка 50 минут. Сам же кейс, в свою очередь, полностью восполнит свой ресурс в течение 1,5 часов. Никаких кнопок активации и сброса до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Перезагрузить устройство можно посредством сенсоров. При желании, для кого это очень важно, наушники можно выключить принудительно, зажав сенсоры на более чем 4 секунды. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает новейший Bluetooth модуль версии 5.3. Сами наушники под стать кейсу собраны также качественно. По корпусу преобладает матовый черный пластик, и только внешние стороны ножек выкрашены под металл. Чаша звуководов имеет классические формы с прямым креплением к ножке. Датчиков автопаузы в данной модели нет, впрочем, как и во всех последних моделях Feel. Сложно сказать, с чем это связано, ведь раньше они их вставляли, но очень бы хотелось их видеть вновь. Звуковые отверстия на чашах прикрыты металлической перфорированной пластиной, интегрированной в корпус. Решение отличное и выглядит надежно, нежели тканевые вставки. Сенсорные области для управления функциями установлены, как всегда, на своих местах, в верхней части внешней стороны ножки. Там же имеется и диод состояния, который горит лишь в момент сопряжения, а во время работы лампочки гаснут. Для активации полноценного управления функциями мультимедиа, а также для настройки всех сопутствующих функциональных возможностей необходимо установить на смартфон фирменную программу Feel Plus. Получить ее можно, отсканировав QR-код из коробки, но оттуда ты получишь оригинальное китайское приложение, в котором, разумеется, все пестрит иероглифами. Тем не менее, для данной модели уже появилась версия и на английском языке. И в описании к данному обзору я обязательно оставлю ссылку для скачивания ее рабочей версии. Что же касается непосредственно интерфейса, то здесь мало что поменялось в сравнении с Feel CC Nano. На главной странице отображаются уровни зарядов каждого из наушников и отдельно самого кейса, но как такового процентного остатка, к сожалению, не видно, есть только визуализация цветом, и еще во время работы появляется сообщение о том, сколько примерно по времени наушники способны проработать. Следующая страница программы посвящена полностью звуковым настройкам. В отличие от условно старшей модели Feel CC Nano, звуковые опции здесь представлены на двух вкладках. Первая содержит 3 стандартных пресета на усиление баса, верхних частот и стандартное звучание, на вторую же поместили 12 заготовок под различные жанры музыки. Сами пресеты и их названия никак не поменялись, и отображается сразу весь список. А вот третьей вкладки, как у Nano, с 10-полосным ручным эквалайзером, здесь почему-то нет, так что на выбор остаются только пресеты. В принципе, я и в прошлый раз эквалайзер особо здесь не крутил, в последний пресет из списка мой самый любимый.
Что же касается непосредственно звука, то как и в старшей модели Feel CC Nano, придраться мне не к чему. Наушники играют отлично и звучат совсем не хуже Nano, разве что чуть тише в максимальном положении уровня громкости. В стоковых настройках на стандартном пресете лично мне по частотам достаточно всего, но тем не менее предлагаемые пресеты для кого-то определенно будут интересными, ведь они способны настроить звучание под различные жанры музыки. Звук они выдают детализированный с хорошим объемом и шириной, баса здесь предостаточно, особенно если учесть, что это вкладыши. Вокально-инструментальные партии слушать одно удовольствие, а отличная детализация в перкуссионных составляющих и ее умеренный характер не пытается высверливать мозг, а лишь дополняет уже и без того внятную картину. Наушники имеют хороший запас по громкости, но не такой обширный, как у Nano. Возможно, именно поэтому автономность у Feel-K получилась чуть больше. В моем тесте на максималках при стандартном пресете на одном заряде наушники отыграли 5 часов и 8 минут. Как по мне, результат отличный, особенно если сравнивать с недавними Vivo TVS Air, ведь они звучат ничуть не громче. За передачу звука в наушниках отвечает два аудиокодека на выбор, это AEC и SBC, а аппаратную часть обеспечивают 13-мм динамические драйверы. Наушники работают очень стабильно, кратковременных отвалов и обрывов соединения мною обнаружено не было. Как в городской квартире, так и в людных местах полет отличный. По управлению функциями мультимедиа здесь все стандартно для наушников Feel. Полноценные возможности открываются активацией рычага на третьей странице фирменной программы. Двойное касание на любом из наушников отвечает за плей-паузу, одинарное и тройное на правом переключает треки вперед и назад соответственно, а те же действия на левом отвечают за управление громкостью в плюс или минус. Зашито здесь все как обычно пакетно, и отключить, допустим, только жест одинарного касания никак нельзя, так что управление вроде как и полноценное, но для кого-то может показаться неудобным. Помимо всего прочего, данная модель обладает одной из востребованных на сегодняшний день опций режима мультиподключения. Вкладышей с данной функцией на рынке очень мало, а за такую стоимость и вовсе нет. Но, к сожалению, здесь переключение между двумя сопряженными устройствами происходит не бесшовно, а с помощью жеста удержания пальца на сенсоре в течение 4 секунд. В наушниках при зажатом сенсоре надо дождаться 2 системных сигналов, после чего они оповестят о переподключении. К слову сказать, все оповещения происходят на китайском языке с женским голосом. Оно и неудивительно, ведь пока на рынке доступна только китайская версия устройства. Помимо новой функции мультипоинта, из приложения никуда не делся и классический раздел с режимами низкой задержки для игр и мультимедиа. При активации игрового режима мой тест в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile выдал схожий с Nano результат в 160-200 миллисекунд, что делает данные наушники вполне себе играбельными, но только для любителей. Профи лучше оставаться на проводах. Ну а теперь дело осталось за малым – протестировать работу встроенных микрофонов. И к слову сказать, если вдруг тебе интересно услышать работу той или иной гарнитуры еще до выхода полноценного обзора, а также возможно увидеть сравнение работы микрофонов каких-то моделей в одной локации, ну или какие-то дополнительные подробности, что в обзоры не попадает, то все это дело периодически публикуется в моем телеграм-канале. Так что заходите, мы всегда рады новым участникам. Чат для обсуждения также имеется. Итак, друзья, как и обещал, небольшой тест работы микрофонов в наушниках Feel-K. Вот таким образом они звучат на улице. Вот мимо меня парочка машин проезжает, плюс ко всему в лицо дует ветерочек, летний, хороший, не холодный. Тем не менее, вот как-то так примерно отрабатывают здесь микрофоны. Говорю я обычным спокойным голосом, не кричу. В принципе, этого здесь и не нужно, улица довольно спокойная. Ну и, собственно, на контрасте эта же улица, Vivo TVS Air. В принципе, также в лицо задувает этот легенький летний ветерочек. А машина, правда, что-то как-то мимо меня не особо проезжает. Ну вот сейчас одна проехала, грузовиков нет. Тем не менее, ну вот на контрасте можно примерно прикинуть и сравнить работу микрофонов в двух этих парах наушников. Как они отрабатывают, лучше, хуже ли. Вот сейчас еще ветерочек поймаю на Vivo, чтобы уж точно было так же, как и в том тесте. Вот он мне в лицо задувает. Ну вот как-то так это все отрабатывает. Ну что же, у нас на очереди автомобильный тест, наушники Feel-K. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать воздух. Ну и примерно можно прикинуть, как отрабатывают микрофоны при вот такой очень сильной нагрузке. Это проспект Мира. Скорость у меня в районе 65 км в час.
куча машин, утро, потом все торопятся на работу, ну и вот как-то так отрабатывают микрофоны в этих наушниках при упаковке сценария использования. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках Phil K. Я сейчас нахожусь на крайнем этаже торгового центра, здесь расположен фудкорт. Сегодня выходной день, народу очень много, все кушают и разговаривают, так что гул здесь стоит довольно-таки приличный. Ну и примерно можно прикинуть, как будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры, находясь вот в какой-то такой подобной локации. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Phil K. Я сейчас нахожусь в сильно шумной локации. Внизу подо мной сейчас проезжает электричка или даже поезд. Также мимо меня рядом дорога и проезжает куча автомобилей, грузовиков, маршруток. Так что в целом здесь довольно загруженная локация и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник при вот такой нагрузке на микрофоны. В целом я могу сказать, что здесь не все микрофоны вывозят в этой локации, поэтому сильных ставок я не делаю, но тем не менее все-таки хотелось бы послушать на контрасте с Vivo TVS Air, как эти наушники справляются с примерно такой же нагрузкой. Как-то так. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что модель Phil K получилась весьма удачной, особенно учитывая стоимость в районе $38. Да, при одинаковой цене с Vivo в этих наушниках микрофон отрабатывает немного хуже, чем в TVS Air, однако по части функциональных особенностей и автономности преимущества очевидно у Phil. Разумеется, как и у всех без исключения, в данных наушниках есть свои минусы и плюсы, но как по мне последних гораздо больше. Ну а наличие полноценного управления функциями и рабочий мультипоинт, возможно, для кого-то будут решающими факторами при выборе. По крайней мере, свое местечко в моем топе вкладышей Phil K однозначно заслужили благодаря своему звучанию. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.